Привет, друзья! В прошлых роликах я уже говорил, что 2026 год станет решающим для нашего капитала. И сегодня мы разберем главный парадокс. Почему 2026 год гарантированно будет сложным для инвесторов. Но при этом почему именно в этом году может начаться альтсезон. Важный момент для зрителей, которые на канале впервые. В июне прошлого года я выпустил ролик, в котором объяснил, почему в 2025 году альтсезона точно не будет. Фактически я начал вести канал именно с этого прогноза. Так что моя позиция по поводу альтсезона никогда не менялась. Начнем с графиков биткоина, S&P 500 и альткоинов, а затем перейдем к фундаментальным рискам 2026 года. В прошлом ролике, который вышел в конце ноября, я говорил, что ожидаю восходящей коррекции биткоина к 94 тысячам долларов, первая цель, а в случае пробития этой отметки к 103 тысячам долларов, вторая цель. Также я предупреждал, что мы более чем на месяц застрянем в этом диапазоне. В поход выше я не верил. А все это движение я предлагаю рассматривать как формирование правого плеча фигуры голова и плечи на глобальном графике биткоина. Этот прогноз полностью подтвердился. Биткоин действительно 1,5 месяца простоял в боковике, что идеально в контексте формирования правого плеча. Биткоин удержал минимум от 21 ноября, но надолго закрепиться выше 94 тысяч у быков сил не хватило. В первой половине января на графике биткоина был сформирован восходящий треугольник, который был пробит вверх. Многие даже успели поверить в to the moon, но выход оказался ложным. Из-за событий вокруг Гренландии, которые мы в этом ролике еще затронем, цена вернулась обратно. Снова пробила 50-дневную скользящую среднюю и ушла под 90 тысяч. Что ждать сейчас? Вероятность того, что мы с текущих направимся на 74 тысячи, очень низкая. Мы должны еще какое-то время находиться в боковике, чтобы завершить формирование фигуры голова и плечи. Скорее всего, мы снова на несколько недель застрянем в диапазоне 83-94 тысяч, где в приоритете пока именно верхняя граница диапазона. Однако, если Трамп снова запустит свою шарманку с Гренландией, а ситуация уже немного успокоилась, или решит бахнуть по Ирану, что от него тоже можно ожидать, то мы, разумеется, полетим с текущих отметок вниз. Если же никакие риски из второй части ролика в ближайшее время не реализуются, кроме первого риска, который почти неизбежен, то с высокой вероятностью мы снова пойдем на 94 тысячи. И когда этот уровень наконец получится пробить закрепом, следующая цель 101 тысяча долларов. Именно сюда с момента выхода прошлого ролика спустился годовой мувинг. Также здесь находится мощная психологическая отметка 100 тысяч, которую медведи будут защищать. Поэтому я уверен, что с первого раза мы не сможем закрепиться выше этого уровня. Однако это краткосрок. В среднесрочной перспективе все это движение с последующим разворотом отлично впишется в картину формирования правого плеча на глобальном графике биткоина. Если биткоин с октября снизился на 25%, то S&P 500 находится на исторических максимумах. На первый взгляд, у S&P 500 обычный бычий график, но если присмотреться, то сразу заметна дивергенция по RSI. Да, ее отработка может затянуться на неделе, а сильный импульс вверх вообще может ее снять. Но сильный импульс вверх должен иметь какую-то причину. Если вам в голову такая приходит, то напишите в комментариях. Лично мне нет. Зато я вижу целый ряд серьезных рисков. И дальше в ролике я расскажу, почему коррекция по S&P 500 в 2026 году почти неизбежна. С высокой вероятностью этот год станет для фондового рынка США убыточным. Альткоины в целом выглядят слабо. Исключение буквально несколько монет. В первую очередь криптовалюты с функцией приватности. Dash, Monero, Zen. Да, я помню, что планировал снять про них ролик. Но посмотрев на их динамику в начале декабря, я временно отказался от этой идеи. В условном Dash и Zcash на каждом ценовом уровне 9 лет копились желающие выйти. И на текущем рынке, где ликвидность просто переливается из одного альткоина в другой, что сейчас хорошо видно на примере Zcash и Monero, сложно представить устойчивый и долгий рост даже этих альткоинов. Однако я верю в долгосрочную перспективу анонимных криптовалют, так как у них есть очевидные плюсы. Посвятить деньгами можно и без крипты, а вот спрятать деньги – это сложная задача, которую эти криптовалюты помогают решить. Поэтому есть вероятность, что это единственный класс криптовалют, куда сейчас реально поступают новые деньги. Но тут каждый решает сам, готовы ли вы ставить на эту гипотезу. Лично я пока наблюдаю. Остальные альткоины, включая эфир, сейчас выглядят откровенно слабо. Еще в посте от 11 октября у себя в телеграм-канале я писал, что та рекордная ночная ликвидация забрала с рынка всю ликвидность для роста. И если анчейн-метрики могут ввести в заблуждение, то графики нет. Денег в альткоинах сейчас все еще нет. Конечно, если биткоин вернется к 94 тысячам, то альткоины тоже будут пытаться расти. В первую очередь те, которые сейчас в тренде или находятся в длительном накоплении. Однако, как я уже говорил, рост биткоина ограниченный по потенциалу и по времени. Поэтому я ожидаю, что скорее всего уже во второй половине февраля мы увидим продолжение снижения. Причин для этого много. Именно о них я и буду говорить дальше. Но забегая вперед, скажу, именно благодаря этим причинам к концу 2026 года мы можем увидеть начало полноценного альтсезона. Однако высока вероятность, что начнется он не с текущих ценовых отметок.
Дальше вы поймете, почему я так считаю. Начнем с базы. Многие сейчас радостно рассказывают, что ФРС в декабре запустила печатный станок. Называют это новым QE. Но это неправда. Официально ФРС называет это управлением резервами. И это совсем не QE. Когда ФРС запустил реальное QE в 2020 году, она вливала на финансовые рынки 120 миллиардов долларов ежемесячно и скупала все подряд. Сейчас же ФРС ограничена суммой в 40 миллиардов долларов. И эти деньги идут только на покупку коротких векселей, бумаг со сроком до года. Чувствуете разницу? Это не ракетное топливо для Туземуна, это капельница, чтобы у банков просто не закончился кэш. ФРС латает дыры, а не пампит рынки. Но и это не главное. 10 декабря состоялось последнее в 2025 году заседание ФРС. На нем ФРС объявила, что в 2026 году ставку она снизит всего один раз. Я уверен, что по факту снижений будет больше. Но рынки не могут игнорировать официальную позицию ФРС. Большинство инвестиционных банков реально прогнозируют всего 1-2 снижения ставки ФРС в этом году. В своем июньском ролике про невозможность альтсезона в 2025 году я уже объяснял, почему ставка ФРС играет ключевую роль во всех альтсезонах. Здесь повторяться не стану, лучше посмотрите тот ролик. Пока ставка ФРС высокая, альтсезон ждать бессмысленно. Однако реализация тех рисков, о которых мы будем говорить прямо сейчас, может сильно ускорить ФРС. Подробный разбор главных рисков 2026 года я уже выложил в большой статье. Она сейчас на экране, а ссылка в описании. Первый из них уже на пороге. Реализуется он 30 января. И это очередной шатдаун в США. Обычно финансовые рынки игнорируют шатдауны, но текущая ситуация может стать исключением. Прошлый шатдаун завершился 12 ноября 2025 года, всего 2 месяца назад. И он был самым продолжительным в истории США – 43 дня. Но ключевая проблема в том, что он завершился не принятием годового бюджета, а временным соглашением, которое обеспечивает финансирование только до 30 января 2026 года. Учитывая сложности взаимодействия демократов и Трампа, а также тот факт, что прошлый рекорд по продолжительности шатдауна тоже принадлежал Трампу, логично предположить, что новый шатдаун тоже затянется. А с двумя продолжительными шатдаунами за полгода экономика США еще никогда не сталкивалась. Этот риск уже сам по себе опасен, а в сочетании с тем, о чем я расскажу дальше, он может стать идеальным триггером для обвала, как на фондовом рынке, так и в крипте. Следующий риск политический, но для кошелька инвестора он критически важен. В ноябре 2026 года в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Сейчас Палата представителей разделена поровну между демократами и республиканцами. Сенат под контролем республиканцев. Но аналитики прогнозируют, что после выборов контроль над обеими палатами захватят демократы. Конечно, американские эксперты-политологи уже показали нам свои навыки, предсказав победу Харрис на президентских выборах 2024 года. Как вы видите, либо Харрис не в форме, либо победила не она. Но в этот раз они могут оказаться правы. Демократы и Трамп сочетаются так же, как селедка и молоко. Их победа гарантирует нам не только третью попытку импичмента Трампа, но и полный законодательный паралич. Любые решения будут приниматься месяцами. Американский фондовый рынок ненавидит неопределенность больше, чем плохие новости. И прайсить этот политический хаос он начнет задолго до ноября, примерно весной. Третий риск связан с предыдущим. Все вы видели, как начался 2026 год. Президент одной латиноамериканской страны неожиданно для себя посетил Нью-Йорк. Проблема в том, что Трамп тоже понимает, что может лишиться большинства в Конгрессе, а значит ему нужно ускоряться в реализации своих планов. И планы эти масштабны, как минимум Куба, Иран и Гренландия. И если на заварушке в Венесуэле, на Кубе и в других джунглях американскому рынку все равно, то криптовалюте нет. Она будет снижаться от любой подобной новости. Тем не менее, есть три сценария, которые могут отправить на сильную коррекцию и фондовый рынок США. Прямой конфликт США и Ирана, попытка аннексии Гренландии и вторжение Китая на Тайвань. Если вам сейчас кажется, что все это невозможно, то не забывайте, что в 20-е годы 21 века возможно все. И вы уже много раз убеждались в этом сами. Мы начали это десятилетие с запрета на прогулки во дворе. Любой из этих трех конфликтов приведет к очень серьезным последствиям. Даже если что-то из этого просто будет намечаться, S&P 500 моментально отправится вниз, а биткоин камнем улетит ниже 70 тысяч. Без вариантов. Я искренне надеюсь, что эти сценарии останутся в папке «Фантастика». Но давайте честно. Прямо сейчас вероятность каждого из них заметно выше нуля. Следующий риск – это завершение эпохи великолепных финансовых отчетов. Мы уже привыкли, что каждый квартал отчеты Nvidia и Apple бьют рекорды. Однако в конце 2025 года отчеты сразу нескольких крупных технологических компаний вызвали беспокойство инвесторов. Первым поводом для беспокойства стал отчет Nvidia. Если коротко, аналитики наконец заметили, что значительная часть роста прибыли Nvidia обеспечена компаниями, которые финансируются самой же Nvidia. Эта схема называется vendor financing.
По сути, Nvidia просто перекладывала деньги из левого кармана в правый. Как вы понимаете, это очень удобный способ увеличивать прибыль компании на бумаге. Второй сюрприз преподнес Oracle. Тут проблема проще. Их отчет показал главную дыру в экономике искусственного интеллекта. Расходы, капекс, растут быстрее доходов. Корпорации вкладывают сотни миллиардов долларов в создание дата-центров, но клиентов, готовых оплачивать эти мощности, нет. Кстати, акции Oracle уже почти на 50% ниже исторического максимума. Напомню, что это не альткоин, а одна из крупнейших IT-компаний мира. Новый сезон финансовой отчетности уже стартовал. Отчеты Apple и Google будут опубликованы 29 января и 4 февраля. Но главный день – 25 февраля. В этот день будет опубликован отчет Nvidia за четвертый квартал. Удивит ли нас этот сезон отчетности? Если бы я знал точно, я бы сидел в пут-опционах на всю котлету. Но тренд очевиден. Вероятность неприятного сюрприза с каждым кварталом только выше. Любая серия рано или поздно прерывается. А теперь представьте комбинацию. Второй рекордный шатдаун за полгода плюс плохой отчет Nvidia. Для S&P 500 и биткоина это идеальный шторм, который отправит их в глубокую коррекцию. Разумеется, рисков больше. В видео я разобрал 4 основных. В статье их 5. Пятый риск – это политика Банка Японии. Его я детально и понятно расписал в статье. В формат ролика эта тема просто не влезает, поэтому ссылка на статью в описании. В реальности рисков в 2026 году еще больше. Все оперативные обновления я буду давать у себя в телеграм-канале. Ссылка тоже в описании. Сухой остаток такой. Перечисленные риски, кроме, надеюсь, геополитики, имеют огромные шансы на реализацию. И их реализация приведет к сильной коррекции рынков, а затем и к вынужденному снижению ставки ФРС до 1% или ниже. И уже после этого начнется здоровый цикл роста. Готовьте кэш и удачи на финансовых рынках.